Hello, friends. Today, let's take a look at how Russians in Tuapse are reacting to an environmental catastrophe in their own region. In case you missed it in the endless news cycle, Ukrainian drones have turned a local oil refinery into a pile of metal, and the entire city, along with its coastline, now looks like a trailer for an unreleased Mad Max sequel. Пепел до сих пор смыть не могут в городе. Люди задыхаются, ходят в масках. Ну, что еще сказать? Привыкли к этому. То, что горит постоянно. Очень боимся. Не то слово. Бомбят и все. Дети в садик не ходят. Вот. Без садика. Вынуждены сидеть с ними. Куда? Не выйти из дома вообще. Все в мазуте полностью. Весь двор. Мазут и покрыто. И полностью еще сажей. Не знаю, что будем делать дальше. Как жить? Расскажите, как вы узнали о том, что происходит пожар на Да нефтеперерабатывающем как, заводе? если я живу в 100 метрах от этого? Бабахнуло, шум, как узнавать? Я это видела, а не узнавала. Как вы справлялись? Что вы делали? Прятались и не знали куда. И чувствовали себя незащищенными вообще полностью. Мы не защищены и не знаем. И каждый день ложимся спать со страхом. У нас страх и в глазах, и дети боятся. Внучка уже только малейший где-то стук, она сразу прячется. Ой, бегом прячется. Это нормально? Ненормально. I wonder if she was just as scared during the past 4 years of Russia's heroic attempts to take Malaya Tokmachka, or whether it was only when the return strike hit her own hometown that she suddenly started thinking about the horrors of war. One of the finest examples of how the authorities reacted, as you may remember, was the photo report from the Tuapse City Prosecutor's Office. The staff decided to plant young trees, a neat little eco-campaign for the cameras. Meanwhile, an environmental disaster was unfolding in the background, but apparently that was just a minor inconvenience. Они сделали видео отчет, как они сажают деревья на фоне горящего НПЗ, на фоне Мордора. Зачем это сделано? Ну типа, что у нас все хорошо? By the way, after residents got outraged, the photos were quickly removed from the website, but the internet remembers everything, and the perfect symbol of how local authorities handle emergencies had already been found. 50 домов повредили, а кто их ремонтирует, актор не составляет, не приходят. Вот как? Объясните, горело сколько дней, и это ж не первый раз уже. Значит, надо как-то решать эту проблему. А ее кто решает? Это и материально, и морально погибает все. Был взрыв ночью, потом темное облако и много пепла. Я не спал, услышал, увидел, в окошко. Я на Звездном живу. Ну, люди испугались сначала, потом нормально, у нас же все привыкли. Ну, конечно, плохая ситуация. Ничего пока хорошего я не могу сказать. Так как вот показывают, как работают там ребята, убирают эту нефть вручную, мазут этот вручную. Это вообще какое время? Дореволюционное, наверное, время такого не было. Неужели у нас такая уже слабая Россия, что нет техники, которая бы помогла вот это все очистить? That can't be true, can it? How could one of the richest countries in the world in terms of natural resources be weak? Could one man, after 26 years in power, really destroy a country down to its foundations? Would children in a weak country be playing on a playground with a view like this? Of course not. Just think about it. Only on Friday, April 24th, 4 days after the attack, did local authorities manage to put out the open fire. But the consequences turned out to be completely unpredictable. For example, black rain. Это просто жестяк. Ну, как бы вот так. Я ее просто крыла. Почему так случается, что недостаток внимания к такой серьезной ситуации? Ну, мне кажется, все-таки это отношение власти к народу. А какое же, вы сами поймете, какое отношение власти к народу. Пламя там такое было, как этот вот. Конечно. Как вы узнали об этом происшествии? А что узнать? Да ничего узнать.
Во-первых, целую ночь звуки такие очень-очень страшные. Ощущение такое, что сейчас бахнет, и вместе с крышей, вместе с кроватью, с диваном вылетишь неизвестно куда. Ну, потому что решаем не мы, не население города. Население города хочет жить спокойно, нормально, продавать, покупать, спать, кушать, воспитывать своих внуков, детей. А получается, ну, нами руководят, нами командуют. Well, what can you do? You just have to be patient for another half a century or so. In other decaying countries, when people are ignored, they turn to strikes, walkouts, and protests. But in prosperous Russia, the answer is, it's not up to us. And in this situation, the authorities didn't even explain to people what they were supposed to do. No instructions were given to residents for such a strange natural disaster. But one thing is already clear. These are toxic deposits. Officials have already reported that harmful substances in the air exceeded safe limits, but they are not saying how serious it could be. A chemist who spent his life working with toxic substances, Vil Mirzayanov, warns, Когда происходит горение, то неминуемо происходит образование высокополиароматических соединений, конденсированных. И если попадает вещество на человека, то это неминуемый рак. Вы понимаете? Я не преувеличиваю. Это долгая, длительная смерть. Понимаете? Нельзя там уже больше жить. Вы понимаете, ветер – одно дело. Это нижние слои. Она куда-то пойдет. Мы можем еще предсказать метеорологи. А когда поднимается высокая атмосфера, это может и подвергаться опасности и Соединенные Штаты, и Москва, Ленинград, Стокгольм. Это, короче говоря, хуже, чем Чернобыль. And here, it would not hurt to remember one date, April 26th, exactly 40 years since the Chernobyl disaster. Yes, the causes and the substances involved are completely different, but the methods of covering things up look disturbingly familiar. Сажа после горения бочки, когда шел дождь, она перемешалась с этим дымом и начала падать на землю, и машины все стали черными, вот кустарники, тут все деревья стали черного цвета. Местные власти помогают как-то решать ситуацию с вот этим ущербом для экологии? Насколько я знаю, меня это не касалось, но насколько я знаю, друзья здесь местные у меня в Туапсе живут, с трудом, очень с трудом. То есть денег вроде бы не хватило одной женщине, я знаю, у нее окно разбитое было после беспилотника, там, говорит, 1050, ей 15 заплатили. Friends, now is the perfect moment to hit the like button. And don't forget to share this video with your friends. Thank you. На нас что-то вообще плюнули, и никакой помощи, я смотрю, нет. Вот сколько дней это уже длится, и никаких улучшений я не чувствую, не вижу. И вообще отношение к спасателям у нас какое-то, знаете, со стороны власти какое-то плевое, можно сказать. Им хорошо и ладно, а вы пробивайтесь как хотите. Даже первые дни я слышала, пожарным даже воду не доставляли. Сами жители привозили им воду, еду. Ну а вот сейчас в последнее время вроде бы что-то им обеды стали привозить. Но я не знаю, насколько это правда. Вот. Все, конечно, возмущены. Not on April 20th, after the second Ukrainian drone strike on Tuapse in a row. Not on the 21st, when the entire internet was flooded with horrifying footage. Not on the 22nd, when oily black rain began to fall. Not a single Putin-controlled program on any of the country's TV channels said a word about it. Not one frame was shown. The information was spread by people on social media, the very same social media platforms the authorities are trying so hard to block. Федеральные каналы молчат, а я скажу. 16 и 20 апреля были атаки по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу, принадлежащему Роснефти. Горит он уже 5 суток. Ну, это точно какое-то... Нефтехранилище. Ну, я говорю, это точно какое-то попадание было. Попадание точно. The great tradition of covering up disasters was continued personally by Vladimir Putin.
he held a meeting with the government. Do you know what it was about? The development of Russia's Arctic zone. Подчеркну растущую роль Арктики и в глобальном контексте, а именно для экологии планеты, для мирового топливно-энергетического и сырьевого комплексов. Russia will develop its fuel complexes and preserve the environment in the Arctic. Apparently, the southern regions are now officially considered bargaining chips of the war. Otherwise, I can't explain why the old illegitimate dwarf is pretending that nothing is happening in Krasnodar Krai. Мне кажется, это еще повторится, так же, как в прошлый раз. 2 раза же уже было. Но они все равно нас, наверное, тут добьют до конца. А позавчера прям был битумный дождь. Ну, то есть, грубо говоря, она когда только разгорелась, и она вот как битум наверх поднимался и капал вниз. А люди как? Они напуганы? О чем вообще говорят, что думают? Что происходит? Ну да. Война. Как-то так. Как думаете, должен ли кто-то нести ответственность? Конечно, должен. Вот когда был взрыв, бак взорвался, вы знаете что? Невестка была в магазине. Там закрывали магазин и сказали, что, наверное, будет взрыв. Вот. Нам хоть бы по улице, мы живем, я живу на улице Нахимова, рядышком прям с этим. Хоть бы кто-нибудь проехал и сказал, вы там укройтесь, спрячьтесь или еще. Никто ничего этого не сделал полностью. И до сих пор никто не поинтересовался, как мы там живем. Никто. Никому этого не нужно. Почему так происходит? Наверное, такие у нас власти. Такие у нас власти, которым на нас наплевать. I disagree. Isn't this a wonderful example of the authorities doing their job? When Russians are already preparing for drone attacks all by themselves? Meanwhile, protective window film is becoming popular in Russia, especially in the south, in Krasnodar Krai and occupied Crimea. People online are sharing instructions. Apparently, you can't just stick it onto the glass. You need a special technique. Самое важное, пленку обязательно нужно клеить под штапики. Это такие белые планки, которые держат стекло. Сначала их снимают, потом клеят пленку заходом на раму, потом ставят обратно. Если просто наклеить на стекло, при взрыве все вылетит. Это бесполезно. A vacation in a beautiful seaside hotel? A month-long cruise? No. The advertisement we truly deserve is for new protective window film for your home. This is how you relax in a country of late-stage Putinism. Что будете делать дальше? Жить? А что, у нас есть выход, что ли? У нас выхода нет. Будем сейчас все будем отмывать, оттирать и будем жить дальше. У нас выхода нет. Своими силами только, да? Естественно, естественно. Животные все в саже, в грязи. И это невозможно, это не обработать, ничего. Вот будем продолжать жить, а что делать? У нас выхода нет. А так нормально вроде. Деревья растут. Ничего, люди привыкли, так что не страшно. Конечно, пугаются, но поначалу, видите, когда сильный испуг, сначала шок, а потом ничего, привыкаешь. And then suddenly, it turns out that before Ukrainian drone attacks on Tuapse began, this man actually had 2 arms. But don't worry, he simply got used to it later. Friends, thank you for being here and for continuing to support me. If you like what I do and want to support the channel, you're welcome to join my Patreon, where for just $3 a month, you get access to new videos 24 hours before they go public, posts, polls, and also exclusive videos. For example, this shocking story about Russia's Black Widows, women who marry soldiers and wait for death payouts. A dark episode about how many lives Putin has destroyed in 4 years of war. Only facts, no propaganda. And a third on how the Kremlin gnome sold Russia to China for next to nothing. I also want to say a huge thank you to everyone who supports me through Buy Me a Coffee. It's thanks to my supporters that I can keep doing this work and keep moving toward my goal, saving up for my education in Europe. If you want to support me in this, I've created a page where I explain in detail how much money I need, what it will be used for, and what you'll receive in return for your help. The link is in the description. Right now, I have 95 incredible patrons. Please, let's hit 100. Not saying goodbye,
See you very soon.